Друзья мои, привет! У нас сегодня вторая попытка по отоплению. И вроде как уже, надеюсь, окончательно уже все починили. Были проблемы с магистралями, с распределениями. Я решила, что пора взяться за полив орхидей. Показываю вам эту красоту. Сейчас нет света, у меня работает аварийное освещение. И я хочу вот этот свой стеллаж разобрать, нижнюю полочку. Я уже это начала делать. С ужасом достаю орхидеи. С таким, знаете, с трепетом. Потому что там орхидеи 2 недели не поливались на этой полке. Было прохладно в квартире. И я хочу промониторить все орхидеи, которые не поливались 2 недели и находились, вот так стану от окна, находились в полутьме. Пару раз я, девочки, мальчики, включала освещение на ночь. Ну, ваш совет не сбивать ритмы. Я согласна с этим советом, что у растений тоже есть некая ритмичность в развитии. И тоже они ощущают день, ночь. Хотя, может быть, вдалеке от окна это не столь важно. Но вот я смотрю в мхе орхидея. Она продолжает свой цветонос немножко. И появился новый. Вон там, видите? Но не факт, что будет развиваться. В общем, сейчас потихонечку достаю. Порадовала вот эта моя реанимашка, девчонки. У нас сейчас 4 часа, осталось 7 минут. Должны включить свет. Хотя вот сегодняшний график немножко они с утра нарушили. И на полчаса задержали включение утром света. Должны были включить в 9 утра, включили 9:30. Я уже, знаете, у меня 10 часов английский. Я уже нервничала, потому что думаю, надо успеть позавтракать, кофе попить. И я не стала свой портативный доставать плитку свою. И все думаю, ну вот. И когда включили, я такая думаю, боже, надо было включить и попить кофе и успокоиться. В общем, смотрите, моя реанимаха в темноте, без полива, она в плагроне. Корней здесь пока не видно, но они есть по поверхности. Но у нее появился новый листик. Новый листик. И она себя неплохо чувствует в темноте. 2 недели в плагроне. Ну, свет периодически, конечно же, появлялся, но такого, знаете, полноценного освещения, как обычно, там 12-14 часов у них не было. Так, пересадила недавно свой ринхостилис. Крупные куски коры, один из ринхостилисов. И вижу, тут есть, видите, растущий корешок. Я его полью замачиванием. Вижу, что у него уже... Не, ну тургор есть листьев. Вот кому-кому, а ринху вообще нормально. Дело в том, что кора вообще не разработанная. Но он берет, видимо, влагу, как и все орхидеи, из воздуха. А вот, например, сейчас, вот говорю, только-только включили отопление, у меня 72% влажности, пузырятся обои. И поэтому вот это и спасает. 20 градусов, 19-20 градусов, и как бы и хорошая влажность, и поливать не надо. Так что, девочки, если у вас такая ситуация, не поливайте. Вот даже толком, ну как он просох, вот этот вазончик, вижу новый цветоносик, листик. Это все та же полка, которая внизу, в прохладе, в темноте. Ну, я вам скажу, ну сколько у нас? У нас не было света. Вот сегодня у нас света больше есть, чем нет. А было такое, что по 16 часов его не было, да, в сутках. Так что они там 3-4 часа имели возможность быть под освещением. Поэтому, если польете и нет полноценной досветки, на окнах все в порядке. На окнах достаточно этого света из окна, и они нормально там. Я вот на окне, на стойке, кстати, вот вижу Леодора, тут у меня желтит лист. Но еще пока не отдаю. А, нет, отдала у Леодора лист.
пожелтел. Вот эту стойку и подоконник я поливала, ну, конечно, не раз в неделю, может, раз в 10 дней. Сейчас дали отопление, сейчас будет это чаще, конечно, полив. Но я вам скажу, что здесь свет есть, то есть фотосинтез идет, полили, свет на листья попал, корни пошли качать влагу. А там нет, поэтому там лучше было не поливать. Я и не поливала. И сейчас я тоже сильно не буду сырость разводить. Вижу, здесь даже как-то влажновато. Я просто по чуть-чуть налью, по чуть-чуть. Так, сейчас пойду посмотрю, кого я там еще могу достать и вам показать. Скорее бы уже включали освещение. Тут у меня от Жорки все спрятано. Жорка сейчас там занят. О, тут даже бутоны не осыпались. Слушайте, вот вам неплохо, неплохо. Это баррикады от Жорика. Ну, я думаю, он подрастет и поумнеет, и уже не будет. И смотрите, здесь тоже растят в темноте цветоносики. Но что на них будет, неизвестно. Так, вот малеча. Сейчас все рассмотрим. Орхидеи не поливались. Мне кажется, даже больше 2 недель. О, зацепила бутон и потянула. Так, и здесь еще даже можно было бы пару дней подождать. Я прям уже смотрю, у меня уже прям, знаете, вот бутончик один. По-моему, это Joy Fairy Tale. Ну, она так всегда растит свои немногочисленные бутоны. Как ты там в темноте сидела, красотка? Вот, смотрите, у нее цветонос новый вышел. Здесь она бутончик дует, конечно же. Сегодня вот сейчас 4 часа включат свет, и они в 16:00. И они до 12 будут со светом, я даже не буду его выключать. И сейчас они были 3 часа со светом. 3 и потом сколько? 3 и потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ага, получится 11 часов. Девочки, маловато, но хоть сколько бы нибудь. Хоть сколько бы нибудь. Даже в пыляке. Это знаете кто? Прирос прям. Спот леопард. По-моему, он у меня... А я вот не помню. Или он у меня пилоричный. Такой красивый лист. Баклажан. Красавчик. Он уже корней нарастил. Я его пока не трогаю. Такие у него. И смотрите, он даже вот за это время даже толком не просох. Я сегодня им, конечно, дам удобряху. Вот эту вот польскую на цветение. Ну, надо же поддержать. Несмотря даже на то, что такая ситуация, девочки. А что делать? Как там ваши орхидейки? Пишите, пишите. Я жду, пока включат свет. Хочу попить кофеек. У меня такая шоколадка из Smart Lab после сдачи анализов. Хочу попить чай. Не чай, а кофе. Так, ну здесь тоже, знаете, вот не пересохшие даже. Даже вот такие альдента. Девочки мне там писали, говорят, Аня, хорошо, что у вас вы смогли сохранить. Ну это прям вообще 3 бутона. Соня номер 4. Видимо, она у меня цвела. Но я хоть убейте, не помню, как она цвела. Это Соня. Пилоричная. Какой-то пилорик. Это Жорка там развлекается. Слава богу, пусть развлекается, пока не видит, что я тут вытворяю. Потому что вот эти полки я спокойно разбираю. А пока вот он там отвлекся, надо быстренько повытаскивать. Вот недавно я, конечно, полила Ванду. Ванда здесь... О, даже корень. Смотрите, в темноте начался корневой рост. Это еще один ринхостилис. Тоже в новой посадке. Но ринхи я сейчас буду замачиванием поливать. Видите, у них новая кора. И сверху коковолокно. Но они как бы в нормальном тургоре. Так, там еще одна орхидея осталась. Вот это вот орхидея, которой корни растут как-то вот так. Ну, в горшке тоже, кстати, у нее не так уж и
прям сухо. Манго даже. А чуть-чуть буквально налью. Ну, блин, я так давно поливала. Так, сейчас я буду здесь все убирать на полке. Это все проделки Жорика. Жорик залазит носом и из ближайших орхидей вытаскивает субстрат. Ругаешь его, ругаешь, но он не реагирует. Он думает, что я с ним играюсь. Так, вот эта малеча растит корешки. Это знаете кто? Джиаха Summer Love. Summer Love. Ну ничего, я ее пока не пересаживаю. Она пришла 1,7, что-то начала хворать. Видите, вот даже у нее, когда с корнями были проблемы, листики пошли маленькие. Но она, естественно, ни разу не цвела. Но она вообще я вот в новый стаканчик посадила, начался рост корней. Я прям порадовалась. В общем, девочки, в принципе, не так уж и плохо, как казалось. Ну, конечно, здесь вообще не видно ничего. Я так их укрепила. Я их сейчас позаливаю. Немножко постоят, чтобы кора набралась. Римхи. Этот, конечно, у меня побольше. Красавчик. Ну, вот они у меня оба стоят на той нижней полке. Ну, я не знаю. Все живы, здоровы. Вот эта красота тоже требует внимания. Приболевшая была, но вот вижу, видите, корешок новый пошел. Цвести собралась. Джой Фэри Тейл, у нее такой интересный носик. Так, девочки, что мы болтаем. Видите, что они делают? Они вот не вовремя включают свет. Ох. Забирают у нас то 20 минут, то полчаса. Смотрите, Ванда даже растит в темноте новый листик. Я вот сегодня сугубо вот по той только полке пройдусь. А здесь еще, вот здесь плагрон. В принципе, здесь еще влажновато. И здесь вроде как кажется, что нет, но на самом деле влага есть. Видите, даже по плагрону видно, что вот он влажный. Так что вот так. Ну, я уже буду в день там по одной, по две полочки проходить. Сейчас, если будет тепло. Ой, сколько корней, смотрите, нарастил, да? Это, кстати, мой попугай. Попугай у меня, девочки спрашивают: Аня, как ваш попугай? Ну вот, смотрите, вот корни вовсю. Ну, листики не очень большие, но корни... Так, девочки, это я зря сделала. Сейчас Жорка прибежит. Дернулась у меня рука. Здравствуйте. Все хотели вас видеть. Вы можете так, ну я тебе один дам, потому что ты от меня отстал. Все, поиграйся, побросай его. Я тебе дала один, где ты его дел? Жора, скажи всем привет. Баламут. Сегодня с ним так гуляли, бегали, пришли, вот это, он покушал, помыла его. Не, все, Жорочка, я тебе дала шарик, все, можешь идти играться дальше, все, одного тебе достаточно, вот бери его и подкидывай. Так, раз, вот, видишь, вот, подкидывай, все, молодец. Девочки, мы в субботу поставили прививочку от бешенства первую. Как он боялся делать прививку, боже мой, как он боялся. Он когда увидел доктор, я его держу, он задними лапками стоит на этом столике, передние лапки на меня поставил. И доктор набирает шприц, а он же не первый раз вакцинируется, его же заводчик вакцинировала. Так он прямо так смотрел, прямо так голову развернул, наблюдал, что там он будет делать. И потом он ему один шприц, значит, вколол какую-то дозу в холку. Он так прям взвизгнул. У меня аж сердце чуть не остановилось. А потом второй шприц набрал и в бедро.
Вот тут он сильно зарычал, на доктора ругался, да. Ну, слава богу, сделали, и хорошо. Так, Жорик, нам не включают свет, что непонятно. В общем, Жорик понял, что у меня тут движ. Ну, мне вообще нельзя вот так вот нечаянно керамзит уронить, он сразу. Тут как тут, тут как тут. И мячики не хочет играть, только подавай ему. Лохматый весь. Все? Оставляешь мне керамзит? Иди принеси мне мячик, я тебя покидаю. В общем, у меня сегодня вот эта одна полочка. Девочки, как у вас там орхидейки? У всех ли дали отопление? У нас наконец-то сегодня включили. О, это Одесса, господи. Вот только включили. Но у нас сегодня похолодало. 9 градусов. У мамы моей уже, наверное, неделю отопления. Ну вот у нас тут хорошее, прям хорошо теплое. А у мамы еле-еле, и так только несколько секций. Так что вот так. Из цветущих вот этот сахарок мой, хатуюки, красавица. Остальные все вот на цветоносах, видите? Но возле окон на стойках все більш-менш нормально, понимаете? А вот здесь Майя тоже растет. Цветоносов окно и ответвление. Тут надо посрезать. Цветоносы вот продолжает. Видите? Так вот растет. Ну, там, где есть свет, там все нормально. Растет новый цветонос моя Монтрё. Смотрите, вот новый. Вот ответвление. Вот. Со всех почек, видите? Здесь новый цветоносик. Короче, нормально. Так, я тебя просила не баловаться. Я так смотрю, что я сейчас опять буду доставать плитку и делать себе кофеек. Девочки, не знаю. Там тоже у меня на полочке цветоносы, вон большие, если вы видите. Вот такие вот удочки. Но будут ли на них бутоны? Это вопрос большой. Но они будут, но скорее всего, что их будет мало. А здесь вот... Ну и здесь тоже есть, конечно, цветоносы. Вот, вот. Как они будут развиваться. Вот. Здесь цветоносиков 2. Здесь вот большой цветонос идет куда-то в сторону. Боюсь трогать, чтобы не отломать. Вот здесь цветонос. Цветоносы есть, но что на них будет, неизвестно. Потому что для того, чтобы было хорошо бутонов, видите, вот цветоносик, надо, чтобы было хорошее, достойное освещение. Ну, это уже форс-мажор. Здесь 2 цветоноса. В общем, буду рада, ребята, и 2 цветочкам. Вот смотрите, горизонт в темноте доращивает. Видите, какой молодец. Вот, вот. Ой. Хочется им, конечно, максимум предложить, но не получается. Не получается. Здесь детка уже, смотрите, какие цветоносы у нее. Смотрите, какие смешные цветоносы. 1 и 2 на детке. У шелерианы. Да, прикольно. Уже такие большие. Они такие длинные и тонкие. Слушайте, ну я думала, что я сейчас включусь, и через пару минуток включат свет. Нет. Что-то пошло не так. Что-то у них сегодня какая-то смена, наверное, выключает. Которые там, наверное, уж слишком заняты. Вот тут тоже цветоносик вылазит. Дети, блин. Детки мои, шо ж вы бедные, да? Нету столько окон. О, вот здесь вижу цветоносик. Смотрите, у самого основания там зелень. Это цветонос же, наверное. Вон, видите? Цветонос. И главное в пазухе, там, где уже цвела орхидея. Удивительно. Удивительно. Ну, тут еще потерпит пару дней. Они, конечно, уже легкие, но еще влажные, я думаю. Еще влажные. А, я вам хотела показать цветонос у моей этой суки Анны, которая в флагроне. Видите, он корни растит в флагроне. И вот такой цветонос. Красотка, молодец. Тянется, тянется. Как оно стояло? Вот так. Хочу поставить так, как правильно. Девочки в комментариях писали мне про
Violet Queen. Вот то же самое. Барыня. Ну, в плагроне, слава богу, нормально. Ну, насчет цветения, вы же понимаете, тут эти несчастные 2 листика. Нам главное корней нарастить. Ну, в общем-то, в плагроне нормально. Единственный субстрат, который есть сейчас, зашел. И вот вижу, лист новый там еле-еле появляется. Но я думаю, она корней нарастит побольше. И девочки у меня спрашивали: Аня, а что делать после того, как нарастила орхидея в плагроне, там, в керамзите много корней? Девочки, а пересаживать ли в кору? Знаете, я что думаю? Если уже корни выросли вот в этом субстрате, они уже приспособились, привыкли к этому субстрату, это уже их среда. И если просто, ну, либо оставляете, зачем что-то менять, если она, например, хорошо развивается, и если есть еще место, куда расти. Вот видите, вот сколько корней. Но если уже нет места, просто можно объем поменять, вытряхнуть аккуратно и, возможно, обрезать старые какие-то подгнившие корни. Вот корни идут в самый низ, видите? И просто дать больше объем. Ну, если там ничего не надо обрезать, все корни прекрасные, и вы видите, что уже нету места для роста, тогда просто взять больший объем, сыпать, достать и заново засыпать в большем объеме, добавить компонент, субстрат. Вот это моя реанимаха, смотрите, какой она здесь красивый листик растет, да? Вот, я прям рада. Смотрите. Вот. Я очень переживала, я не знаю, как она цветет. Это у меня черный попугай, и он такой приехал уставший. Это такие орхидеи коллекционные, мне кажется. И вот я очень переживала. В коре, ну прям в мхе, в коре прям плохие дела были. А в плагроне нормально. Пошел растить лист. Корней-то я особо не вижу, но лист появился. А то, что стоял, извините, с 7 месяца 24 года вообще без движения. Я вот, знаете, вот есть такие орхидеи, смотришь на них и думаешь, и что с тобой делать? Как чемодан без ручки. Стоит 2 листочка, вот типа как у меня вот это тоже. Вот это, она, кстати, тоже похожа вот на этот. Я ее тоже в плагрон посадила, но просто сверху, у нее корни были как-то сверху, я прикрыла мхом. Вот это тоже у меня какая-то королева, Golden Queen. Вообще, девочки, 22 год. Представляете? 22 год. И вот думаете, сколько раз я уже хотела от нее избавиться, просто ее отдать, не знаю, как бы и выбрасывать, что ее выбрасывать, да? Но она и не живет, и не помирает. И вот сейчас вроде как лист появился, я уже успокоилась. У нее то есть тургор, то нету тургора, то она, вот видите, что творится? По-моему, даже корень пошел. Да, новый корень пошел. Вот они вот с похожей судьбой, пока в плагрон не посадила, они, в общем, они не подавали признаков жизни. О, ты что? Что ты натворил? Жора, вот, девочки, посмотрите, что он вытворяет. Так, это мой башмак. Свет включили. Бессовестный. Все. Тебе повезло, Жора, что я подобрела. Так бы по попе получил уже. Он у меня орхидею вытянул. Перевернул и кричит, что он натворил делов. Это что такое? Это что за безобразие? Ты что, воду пил, да? Мокрый весь. Господи, Жорик, ты весь уже в субстрате. Вот оно тебе надо было залезть мне в башмачок. Это что такое? Тебе надо расчесать. Купила ему... И вообще его надо подстричь. Вот сейчас позвоню, да, и попрошу, чтобы тебя записали на груминг. Что ты на меня злишься? Что ты на меня злишься? Это я на тебя должна злиться. В общем, девочки, вот такие вот дела. Костя, выключи там кондиционер. Там я включала кондиционер, когда не было отопления. И выключили свет, и кондиционер сейчас, наверное, включился. Все, друзья мои, вот такие вот наши дела. Сейчас приступаю к поливу, к уборке. Все стало светлее. Аварийное освещение выключаем. Включаем нормальное освещение. Вот так вот. Такая вот ерунда. А Жорка натворил. Жорка натворил. Все, друзья мои,
В принципе, все целы, все нормально. А насчет цветения, ну что ж, может быть, оно будет чуть позже. Может быть, оно и будет, но не сильно такое прям, как хотелось бы. Ну, уже как будет. Все, всех обнимаю, всем мира и добра. Всем всего самого наилучшего. Во сколько включили свет? В 15 минут, хотя по графику в 16:00, а не в 16:15. Вот так все делаю. Чай. Лимоша, ой, то есть кофе. Лимоша! Лимош, ты что, заснула? Лимоша решила, что уже... Ага, она спит. Она решила, что можно подремать. Все, иду, делаю, развожу удобрения, поливаю и пью кофе. Пожелайте мне удачи. Бродит, бродит. Думает, что бы еще натворить.